Мой дедушка Ваня всю жизнь работал лесником, он очень любил лес, животных, обожал собирать ягоды и грибы. Он и жил в лесу, в одиноком доме, который со всех сторон окружал густой хвойный лес. Когда-то эта деревня была большой, и в ней проживало до 3000 населения, но позднее стало быстро угасать. В результате остался один дом моего деда и еще один, который стоял в очень плачевном состоянии. Много раз мой отец уговаривал дедушку переехать жить к нам в город, в цивилизацию, но дедушка был непреклонен. Как же зверье без меня будет, на кого я их оставлю, уж помирать так рядом с этой красотой, говорил нам дедушка. И к тому же, Леночке моей нужен свежий воздух, как моя любимая внучка без чистого воздуха, так что никуда не поеду. Сами живите в своем городе и дышите выхлопами, родители сразу начинали ворчать. Они не понимали, как можно каждый год жить в таких условиях: туалет на улице, вода из колодца, а зимой и вообще иногда приходится снег топить. До райцентра было 100 километров, но дорога была в ужасном состоянии. Дедушка всегда нас на тракторе встречал, так как другим способом проехать было невозможно, да и не было у него больше ничего, кроме него. Мне в дедушкином лесу очень нравилось, но иногда становилось грустно, так как поиграть было ни с кем. Куклы быстро надоедали, с собакой не всегда можно было играть, поскольку она была охотничья, и дед Ваня говорил, что ее нельзя баловать. Дедушка был взрослый, в то время мне он вообще казался древним, как мамонт, он всегда носил густую седую бороду. Зимой, если надеть на него костюм Деда Мороза, то можно вполне принять его именно за него, он тоже любил детей. Меня просто обожал, так же, как и я его, он всегда был очень добрым и милым. Как-то раз мне посчастливилось остаться у дедушки Вани практически на целое лето. Правда, я ему строго-настрого сказала: «Детка, готовь развлекательную программу. Куклы мне быстро надоедят, а с Симкой ты играть много не даешь, не скучать же мне одной в твоей избушке. Ох, Ленка, у меня тут одни развлечения, мы с тобой пойдем за грибами, за ягодами, будем зверей кормить. А в этом году я завел козу и поросенка, будем за ними ухаживать. Так что не переживай, дел много у нас будет, не успеешь соскучиться», отвечал дедушка Иван, и вот наступило лето. Я собрала свой чемоданчик, папа повез меня к дедушке. До райцентра, от которого было 100 километров, мы с отцом доехали на машине, город назывался Каменка. Там нас встретил дед на своем тракторе. Оказалось, что если ехать через лесную дорогу, то добраться до его лесного домика можно намного быстрее, всего за полчаса. Да и дороги, что лесная, что основная, одинаково плохие. Папа пробыл в деревне дедушки всего несколько дней, а потом вернулся домой в город. Каждый день мы с деткой Ваней ходили в лес, наполняли кормушки для зверей едой, собирали по пути ягоды и грибы. После дома разбирали их. Дедушка часть грибов сушил в печке, а другую часть жарил с картошкой. У дедушки был большой огород, большую часть занимало поле с картошкой, его урожай помогал ему не ездить часто в город. Однако, если урожай был очень хороший, то он даже какую-то часть продавал. Нам он тоже обязательно давал картошку, свеклу и морковь с луком. Нам всегда было неудобно брать у дедушки, поэтому родители привозили ему запасы круп на зиму и консервы. Это лето мне очень нравилось. То ли именно тогда я повзрослела, то ли просто из-за того, что долгое пребывание у дедушки нас очень сблизило и мне стало очень нравиться бывать у него. Я не знаю, каждый день дедка Ваня рассказывал мне про свои школьные годы, потом как он пошел работать в колхоз. Очень много рассказывал про свои детские годы, которые выпали на время войны. Интересно было слушать про то, какая раньше была деревня. Он показывал фотографии, правда, они были не цветные, поэтому сложно понять точно, какая она была. А мне было все интересно, я постоянно его спрашивала: «Деда, а тебе не страшно одному здесь жить? Поговорить ведь не с кем. Мне и поговорить не с кем, да я вон с животинкой своей разговариваю, а если совсем тошно, то иду на кладбище к Галине своей и с ней разговариваю», отвечал дедушка. «Здесь же леса совсем густые, можно потеряться, а ты, дедушка, терялся». Не унималась я, бывало.
но я всегда с собой паёк беру на всякий случай. Да и всякие отметки ставлю по пути, и собака всегда со мной, поэтому не боюсь. Иногда приходится самому выводить заблудившихся людей, их летом несколько человек постоянно бывает, места-то грибные, да и ягод тьма, говорил дед. Понятно, но все равно скучно одному, иногда же и с людьми поговорить нужно. Говорила я, знаешь, иногда и одному лучше, к тому же я привык, бабушки давно уже нет, отвечал дедушка. Ну, ладно, спи давай, завтра рано вставать, на рыбалку пойдем, говорил мне мой дед Ваня. Спокойной ночи. Спокойной ночи, дедушка, отвечала я. Рано утром дедушка меня разбудил постукиванием чайной ложкой по стакану. Он любил сластить чай, а, Ленок, проснулась уже, а я как раз хотел тебя будить. Завтрак готов, садись есть. Говорил мне детка, ой, как вкусно пахнет, а куда мы пойдем, на речку или озеро? Спрашивала я. На лесное озеро пойдем, там вода чистая и рыбы всегда много, нам на уху хватит, отвечал дедушка. Озеро и действительно оказалось чистым, а называлось оно Коровье. Оно было достаточно большое, и дедушка сказал, что с высоты напоминает корову, поэтому его так и назвали. У меня ничего не клевало, зато дедушка поймал быстро несколько плотвичек. «Дедушка, а бывали такие случаи, что люди здесь терялись и все?» – спрашивала я. И их не находили. Конечно, было. Но, к счастью, всего лишь один раз. С грустью в глазах ответил дедушка. Было это лет 30 назад. Примерно через год после смерти твоей бабушки. Ой, дедушка, расскажи, пожалуйста, просила я. И дедушка начал свой рассказ. Однажды, в холодный зимний день, дедушка услышал слабый стук в дверь своего домика. Открыв дверь, он увидел перед собой измученного мужчину, изможденного голодом и холодом. Сердце лесника жалось от сострадания, и он немедленно пригласил незнакомца в свой теплый и уютный дом. Дедушка угостил гостя горячим чаем и приготовил ему покушать. Мужчина поел с таким аппетитом, будто долго голодал. Дедушка начал задавать вопросы о его прошлом, но незнакомец молчал, лишь благодарил его за гостеприимство. Дед помогал восстановиться мужчине, так как у него была большая рана боку и еще сломана рука. Михаил, так звали мужчину, помогал ему, как мог, в хозяйстве и заботился о животных. Дедушка очень сдружился с ним, поскольку Михаил произвел на него очень хорошее впечатление. Однажды, когда дедушка Иван ездил в город по своим делам, он увидел на доске объявлений фотографию своего друга. Она была на ориентировке, Михаила разыскивали, он оказался беглым зэком, сердце дедушки застыло от шока. Он не мог поверить, что его друг был беглым заключенным, Иван решил узнать правду. Приехав из города, он спросил у Михаила, правда ли он убежал из колонии. Михаил рассказал, что да, действительно он убежал из колонии, но у него не было выбора. Он был невиновен в совершенном преступлении, но был осужден и отправлен в тюрьму. Михаил сбежал из-под стражи, чтобы хоть посмотреть в глаза тому человеку, который его подставил. Михаила признали виновным в убийстве его жены, хотя он этого и не делал. Ее убили практически у нее на глазах, а когда он пытался ее спасти, то его самого чуть не убили, но он чудом выжил. Однако, на суде ему не поверили и дали срок за убийство. Дедушка Ваня не сомневался в словах своего друга и поэтому сказал, что тот может жить у него сколько хочет. Через несколько месяцев до дедушки дошла информация, что в их краях ищут беглого зека. У дедушки не было сомнений, что ищут именно Михаила. Он предупредил друга, что его разыскивают и, скорее всего, скоро придут в деревню. Тогда Миша решил уйти в лес, чтобы не доставлять хлопот дедушке. Дедка собрал ему паёк на несколько дней, дал свой охотничий нож и удочку, с тех пор он его не видел. «Скорее всего, он погиб», — сказал дедушка, — «леса густые, болотистые, да и он нашел рюкзак в болоте, который тогда дал ему». А позднее дедушка увидел статью в газете, там писали про расследование этого убийства. В конце концов, выяснили, что Михаил был невиновен, а настоящий преступник был пойман. Да, дедушка, жаль этого человека, хорошо хоть все-таки доказали, что он невиновен был.
А то так бы все его и считали преступником. Дослушав до конца историю дедушки, говорила я. «Это да», — отвечал дед. Всю дорогу домой он молчал, видимо, вспомнил своего старого друга, и ему снова стало грустно. Я тоже погрузилась в свои мысли, мне почему-то хотелось верить, что Михаил каким-нибудь чудом выжил. На следующий день дедушка повез меня в город, куда должен был приехать отец, чтобы забрать меня домой. Когда дедушка прощался, то подарил мне свой охотничий ножик, который до сих пор я берегу в память о нем. После того лета я еще несколько раз приезжала к дедушке на каникулы, и мы никогда не скучали. Даже в дремучем лесу всегда есть чему заняться.